Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам вот с такими вот перемотанными ниточками, интересными. Кто давно на канале знает, что это за ниточки, да? Ну и с новым узорчиком. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Все узорчики универсальны. Пробуйте вязать из любой пряжи. Я рассказываю о ниточках, с которыми работаю сегодня. Это был вот такой вот интересный моточек секционной пряжи. Назывался он Alize Angora Gold. Ну и батик получается в продолжении. Итак, 80% акрила, 20% шерсти и крючок от двоечки до четверочки. Переход цвета интересный такой вот будет: зелененький, голубенький, синенький и так далее. Цвет получается, кому интересно, что он изначально был цвет какой, 62-77. Я данную пряжу вязала крючком номер 3. И я сегодня продолжу вязать крючком номер 3. Вы точно так же изучаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 7 петелек. Давайте я наберу, например, 4 раппорта, это получается 28 воздушных петелек, и по одной петельке с каждой стороны наберу, чтобы узорчик красиво закончился. Итого я набираю 30 воздушных петелек, ну а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, в начале все как всегда, петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 30 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. Вот мой будущий образец. Итак, сейчас мы начинаем сразу же начинаем наш узорчик. То есть никаких вспомогательных рядов, как в предыдущих наших узорчиках. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Это столбик с накидом. Накид. Точно так же в следующую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Столбик с накидом. Накид. И в следующую петельку, и во все последующие петельки вот так вот ныряете и провязываете все петельки цепочки столбиками с накидом. По итогу количество столбиков с накидом у вас должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. Несложно, да? То есть получается, если я набрала 30 воздушных петелек, у меня должно получиться 30 столбиков с накидом. Ну, у вас, естественно, ваше количество. Не забывайте, что первые, получается, 3 петельки подъема, которые мы сделали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков провязала я уже. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встретимся. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали столбики, все ровненько, аккуратненько. Дальше что мы делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. По узорчику 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Итого мы, получается, набираем 6 воздушных петелек. Теперь смотрите, делаем накид. Пропускаем в столбиках 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый столбик нырнули и провязываем 3 столбика с накидом. Столбик с накидом раз. Сюда же. Столбик с накидом 2. Сюда же. Столбик с накидом 3. Воздушная петелька. И опять сюда же возвращаемся и провязываем точно так же еще 3 столбика с накидом. Раз. Два. Три. И у нас получается вот такой вот интересный веерочек. Несложный, интересный веерочек. Далее 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Пропускаем в столбиках 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. И в седьмой столбик делаем накид и провязываем точно такой же веерочек, состоящий из 3 столбиков с накидом. Раз, сюда же. Два, сюда же. 3. Воздушная петелька. И возвращаемся сюда же и провязываем 3 столбика. Раз, два,
3. То есть у нас получился еще один вот такой вот веерочек. Видите? Арочка, веерочек. Опять делаем арочку. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Точно так же пропускаем 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. И в седьмой делаем накид и провязываем точно такой же, получается, веерочек. Понятно, да? То есть ваша задача пройтись по всему ряду и провязать веерочек, арочка, веерочек, арочка, веерочек, арочка, веерочек, арочка до конца ряда. Понятно? Все, давайте, несложно. До конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, первоначально красота вот такая вот, как бы неприглядная, да? Но дальше будет лучше. Итак, как мы заканчиваем ряд? После последнего нашего веерочка делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И здесь будьте внимательны. Делаем вот так вот. 2 накида. И в третью петельку подъема нырнули и провязали столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Пока повторяйте, потом поймете, зачем это надо будет. Дальше воздушная петелька, поворот. Сюда же провязываем столбик без накида. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид. Вот доходим до центра нашего веерочка, там, где у нас арочка из воздушной петельки. И вот в эту арочку провязываем точно такой же веерочек. 3 столбика с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3. Воздушная петелька. И сюда же возвращаемся. Раз, столбик с накидом. 2, столбик с накидом. И 3. Столбик с накидом. То есть над веерочком веерочек. Здесь у нас, помните, да, было 5 воздушных петелек. Сейчас мы сделаем всего лишь только 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Накид и перепрыгиваем нашу арочку сразу же в веерочек. Вот там, где у нас одна воздушная петелька, вот, мы провязываем точно такой же веерочек. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Воздушная петелька. И опять сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, три. То есть принцип какой? Над веерочком вы делаете веерочком. Над арочкой арочку. Единственное, что сейчас арочка состоит из 4 воздушных петелек. Раз, два, три, 4. И опять следующий веерочек. Поняли, да? В арочку провязываете точно такой же веерочек. Несложно? Я думаю, несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы еще один ряд провязали. Как мы заканчиваем данный ряд? Вот наш веерочек. Здесь мы делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И помните, да, то у нас здесь, получается, были 3 воздушные петельки в начале подъема, потом 3 воздушные петельки по узорчику. Аккуратненько отсчитываем 3 петельки. Раз, два, три. И вот эта вот четвертая, да, она будет, получается, третьей петелькой подъема. Вот мы в нее ныряем аккуратненько и провязываем столбик без накида. Все. Вот наш ряд закончен. Красота, красота. Идем дальше. Опять делаем воздушную петельку, поворот. Сюда же присоединяемся столбиком без накида. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И переключаемся точно так же на веерочек. Вообще ничего сложного. Провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Воздушная петелька. И опять сюда же возвращаемся в арочку веерочка. Раз, два, три. Все, над веерочком веерочек. Угу, несложно. Дальше точно так же получается. Мы делаем 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. И переключаемся вот к следующему веерочку, к следующей арочке. То есть вы точь-в-точь повторяете предыдущий ряд. Поняли, да? Над веерочком веерочек. Арочки будут состоять точно так же из 4 воздушных петелек. Все, давайте до конца ряда, потому что несложно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Так, как мы закончили ряд? После веерочка сделали 2 воздушные петельки и их присоединили столбиком без накида к столбику без накида предыдущего ряда. Все, ряд закончен. Далее смотрите, делаем одну воздушную петельку, поворот,
сюда же нырнули в этот же столбик, провязали столбик без накида, 2 воздушные петельки, 1, 2, и переключаемся точно так же на веерочек и провязываем веерочек. То есть здесь пока все без изменений. 1 столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, сюда же 3 столбик с накидом, воздушная петелька и опять 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Веерочек над веерочком. Все то же самое. Теперь наша с вами задача собрать все эти арочки вместе. Как мы это делаем? 2 воздушные петельки. Опускаемся вниз. 1, 2, 3. Под третью арочку. Захватываем все арочки, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И переключаемся на веерочек и провязываем точно так же еще один веерочек. 1, 2, 3. Воздушная петелька. И сюда же опять. 1, 2, 3. 3 столбика с накидом. Вот, веерочек, веерочек. А смотрите, все наши арочки собрались в вот такую вот интересную, как бы, назовем бабочку, да? Здорово? Здорово. Дальше, смотрите, опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И следующие арочки точно так же собираем. 1, 2, 3. Под третью арочку нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. 2 воздушные петельки и точно так же шагаем дальше в наш веерочек и провязываем в арочку еще один веерочек. Понятно? Вот по итогу у вас должна получиться вот такая вот красота. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот какая красота у нас по итогу получается. И как мы заканчиваем ряд? Мы делаем 2 воздушные петельки, так, и точно так же присоединяемся, вот наши столбики без накида. Так, мы присоединяемся к столбику без накида и провязываем точно так же столбик без накида, чтобы у нас рисунок был, как бы повторялся, да, как и здесь, бабочка наша. Далее что мы делаем? Смотрите, будьте внимательны. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поворот. Здесь мы делаем 3 воздушные петельки по узорчику. 1, 2, 3. Итого получается 7 воздушных петель. Дальше, смотрите, переключаемся на наш веерочек. Вот там, где у нас была арочка из воздушной петельки. И провязываем в арочку столбик без накида. 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переключаемся, опять перепрыгиваем на следующий веерочек, то есть минуя нашу бабочку. И провязываем точно так же столбик без накида. 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять перепрыгиваем к следующему веерочку, к арочке. И провязываем столбик без накида. Поняли, да? То есть мы, получается, должны с вами будем выровнять как бы высоту. Вот так вот ровно сделать край нашего ряда. Угу. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, когда мы провяжем весь наш ряд воздушными петельками, как мы заканчиваем ряд? Вот, столбик без накида, да, в последний веерочек, 3 воздушные петельки. А здесь, чтобы выровнять высоту нашего ряда, мы делаем столбик с 2 накидами. 2 накида. Опускаемся вниз к столбику без накида и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Видите? Автоматически мы подняли наш ряд. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И сейчас мы будем провязывать весь ряд столбиками с накидом точно так же, как мы провязывали самый первый ряд. И здесь у вас есть два варианта. Либо вы, вот у нас здесь 3 воздушные петельки, да, либо вы провязываете, получается, вот так вот в арочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Да? Вот, например, закрепили данный результат. Вот так вот выглядит 3 столбика с накидом в арочку. Далее столбик в столбик провязываем. Дальше у нас идут 6 воздушных петелек. Значит, у нас должно быть 6 столбиков с накидом. Либо вы провязываете точно так же в арочку, либо, если позволяет крючок, пряжа, зрение, вы ныряете непосредственно в петельку. Петелька в петельку. То есть вы в петельку нырнули и провязали столбик с накидом. 1 столбик с накидом, 6 петелек, 6 столбиков.
Опять же, в петельку. Это будет чуть-чуть медленнее, но мне кажется, будет более аккуратно. 2 столбик с накидом. В следующую петельку. 3 столбик с накидом. В следующую петельку. 4 столбик с накидом. В следующую петельку 5 столбик с накидом. И в следующую петельку 6 столбик с накидом. Вот, посмотрите по нижнему краешку, как ровненько получается, да? И здесь получается как, ну, как получается, да? Смотрите, еще раз. Дальше столбик, столбик. Опять провязываем столбик с накидом. И здесь следующие 6 столбиков я провяжу в арочку. Раз в арочку. 2 в арочку. 3 в арочку. 4 5 и 6. Вот, смотрите внимательно. Вариант, как вы можете провязывать. В петельку, в арочку. Как вам больше нравится. Если у вас получается, то провязывайте в петельку. Если у вас не получается, крючок маленький, пряжа маленькая, зрение не позволяет, бог с ним, оставляйте как есть. Все равно будет красиво. Угу. Но если у вас есть возможность, посидите, потрудитесь, будет очень-очень красиво. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. Еще раз. В столбик, в арочку 6 столбиков. В столбик, в арочку 6 столбиков. Понятно, да? Все, встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, что у нас по итогу получается. Так, вот наши столбики. Я провязала все в петельки. Так. И как мы заканчиваем ряд? У нас здесь, помните, да, получается, в нашей арочке 3 воздушные петельки, вот 3 столбика с накидом. И получается в последнюю петельку подъема, да, помните, у нас были 4 петельки подъема, мы провязываем точно так же. Столбик с накидом, все, ряд наш закончен. Угу. А далее, получается, мы будем повторять точь-в-точь, что мы провязывали с вами вот с первого веерочка. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, поворот и 3 петельки по узорчику, 1, 2, 3. Помните, да? Потом мы с вами пропускали 3 столбика, 1, 2, 3, и с 4 столбика, с 4 начинали провязывать наши веерочки. Веерочек, помните, да, и начинаем первую арочку провязывать. В первой арочке у нас здесь находится 5 воздушных петелек, потом 4, 4, а потом 2 воздушные, столбик без накида, 2 воздушные. Поняли? То есть дальше все, дальше идет только повторение. Вот. Красота? Я думаю, что красота. Я вам сюда приложу схемку. Схемка несложная, схемка хорошо читается. Те, кто умеет читать по схемкам, контролируйте себя по схемкам, да, смотрите. Те, кто не умеет, обязательно посмотрите. Мы уже с вами все провязали, и вы уже знаете, где веерочки, вы знаете, где воздушные петельки, сколько петелек. И сами себя тоже так же проконтролируйте. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень интересно, очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот получается по итогу красота. Красота у меня секционная, видите? Вот такое вот что-то интересно дырчатое. Ну, чаще всего это что? Это могут быть палантинчики, да, накидочки различные. Возможно, это будут какие-то жилетики, жакетики такие декоративные. Ну, вот в копилочку ваших узорчиков. Возможно, это будет летний топик, почему бы нет, да, дырчатые там на спинке и так далее. Возможно, это будет подол юбки, тоже шикарно, шикарно. Самое главное, не сложно и быстро, да. Вот такая красота. Как вам? В моем случае вот так тянется и вот так тянется. Ну, то есть как бы практически не тянется. Узорчик получается, видите, у нас как бы двусторонний, но если смотреть по столбику, вот, который соединяет наши арочки, да, то есть вот это вот лицевая сторона. Вот, то есть смотрите, выбирайте, как вам будет удобно. Такая сторона у вас будет лицевая. Здорово, здорово. Давайте замерим красоту. Я, получается, сегодня набирал 30 воздушных петелек. Если этой же пряжи, этот же крючок, моя же плотность вязания, то у меня-то получается, ну вот 14,5 сантиметров. Так, и тут получается у нас первый ряд, уже непосредственно не наборный, а уже узорчик, да. 1, 2, 3, 4 у нас это веерочки и 5. Понятно? Дальше опять первый ряд, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. То есть получается у меня сейчас
Здесь 11 рядочков. Так, смотрим. Вот 13 сантиметров. Класс. Я думаю, что класс. И несложно, и просто, и в копилочку ваших узорчиков. Узорчик не новый, возможно, кто-то что-то уже им вязал. Рассказывайте, пишите, что вязали. Если не вязали, подбрасывайте идейки, из каких ниточек можно связать, какое изделие можно связать. Ну, конечно, шарфики однозначно, почему бы и нет. Тем более, если не секционной пряжи, они так вот соберутся и будут очень красиво смотреться. Да? Видите, красота. Итак, вы большие дизайнеры, большие молодцы, у вас много идей, жду ваши комментарии. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.